Я пью безалкогольное пиво. Честно, давай через полчаса. Нет. Я сейчас немножко Чуть-чуть. потуплю. Ну, пожалуйста. Какой самый главный материал ты сделал за год и почему для тебя он сам стал самым главным? 10 минут, дай мне подумать. Какой самый важный материал за 2018 Прям без петли, да? ты написал? История про кладбище, про то, как устроен ритуальный рынок, которая там одной частью вышла, второй частью выйдет чуть позже, а еще множество всего не вошло. Но тем не менее, помогла ли эта история кому-то конкретно? Наверное, нет. Июня в 14:30 был задержан наш друг Иван Голунов. ему подбросили наркотики. Его избили. Более 13 часов ему не давали связаться с адвокатом и родными. Мы требуем немедленно освободить Ивана Голунова. Здорово, это Рейтер. Ты можешь, когда эта характеристика будет готова, мне позвонить, и как-нибудь мы решим по ходу, что как. Я подумала, может, это какой-то пранк на самом деле. Иван Голунов вам знаком? Я говорю, да, это мой близкий друг. Мне говорят, он задержан. Предположить, что человек одной рукой занимается расследованиями, а другой рукой банчит на углу, на улице. На улице, Сережа. Это, это абсурд, это не Ваня, это все по-другому. Я старшему брату все объяснила, сейчас ко мне Володя приедет. Ну, Свет, ну что? Свет, блядь, я тебя еще должна успокаивать! У меня нет сил ни на что! Света, пожалейте меня, я не железная! Все. Давай. Давай, все, прости меня. Просто, когда Рейтер начала выть, так, Галя, что же делать? Я больше не могу, я 2 суток на ногах. Просто 3, пошли 3. Давай рассуждать цинично. Есть у меня враг, да? Я использую разные методы борьбы с этим врагом. А что у него есть? Что, собственно, есть у него осталось? Чувство собственного достоинства, профессии, честное имя. Чтобы уничтожить сразу все. И оставить мучиться, да? Вот так. Ужасно. Так, прости, пожалуйста. Может быть, мы... Так, побежали туда. Мы переходим по Московской дорогу. Прессовали его, не давали ему вызвать адвоката. Просто это просто плевок в лицо. Просто взяли невиновного человека и начали его топтать. Это статья, по которой его пытаются закатать, называется в России «Народная статья». То есть это статья, по которой просто десятки тысяч человек сидят. Прививу! 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 У меня есть вопрос по поводу психического состояния Вани. Он просто в шоке, он очень сильно боится. Он боится очень остаться без нашей поддержки. Я сегодня полечу в Москву. Понятно, что сейчас ситуация не очень приятная, поэтому я оставляю компьютер здесь. И я поеду с чистым телефоном. Я снесу все чаты просто на всякий случай. Лёш, что ты хотел спросить? Мне что-то стремновато, поэтому хотелось бы какие-то консультации по личной безопасности, переводиться ли в режим паранойи. Несмотря на то, что они убрали этот сюжет по транспортировке наркотиков из Латвии в Россию, в какой-то момент возникает вопрос, не попытаются ли они сделать из нас преступную группировку.
Я спрашиваю, потому что мы уже назвали меня как непосредственного Ваниного начальника, у которого есть его текст. До того, как мы выпустим текст, ты никуда не ходишь. Пиздец. Я думаю, что у всех одинаковый перенос. Подумал, что пиздец. Короче, Ваня не знал о том, что его поддерживают. Ничего. Он не знал о том, что был митинг. Я думаю, что сегодня он выступит в суде с какой-то речью. Мы с ним это обсуждали. Что-то он должен нам сказать важное. Здрасте. Здрасте. Рядом. Был бы он каким-то там отщепенцем там, или что, он патриот с большой жирной буквы, понимаете, и вот устраиваете как такую мерзость на таком высоком уровне, ну это даже не фарс, это я не знаю. Самый большой оптимист. Ну а как иначе? А у Вани какая улыбка. Сейчас, пока я ехала, только что стало плохо. Его сейчас, как я понимаю, отвезли в больницу на медицинское обследование. Вот, и уже после этого привезут сюда к суду. Это, конечно, абсолютный беспредел. Я лично знаю Ивана Голунова очень хорошо. То есть это буквально человек, с которым мы каждый день работали. Да. 5 минут. До этого я не спал 42 часа. Все, в сторону. В сторону. Это вот специально сотрудники полиции делают для того, чтобы мы не могли снять. Васька, давай! Вань, дайте комментарий небольшой. Вань, как ты себя чувствуешь? Вань, как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Блин, вот его это реально мучит. Вы сами это видели. Свободу! Свободу! Все остальные заходят в мая. Как ты думаешь, из-за чего произошло все? Я думаю, что это история связана с ритуальным бизнесом. Сегодня вот Иван, а завтра же вы. И вам самим-то не страшно в такой стране жить? Вы учите историю. В Советском Союзе потом вас же и расстреливали. Ваня, держись. Ваня, мы сделаем все, я тебя вытащу. Все за тебя. А ты сразу пресса Нью-Йорк Таймс. Ты везде, ты на каждой странице. Мы публикуем все, у нас первая полоса вся к тебе. Вся хроника, все телефоны. Вань, все хорошо. Все хорошо будет. Все хорошо, держись, Бога ради. Спасибо большое. Вань, соберись, нормально. Держись, тебя все любят, тебя все обнимают. Садись, нам уже почти ничего не надо. Уважаемые журналисты, присаживайтесь, пожалуйста. Очень хорошо. Проблем нет. Все. Обвиняемому Голунову по кражи освободить в зале суда. Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест до 7 августа. Он был освобожден из-под стражи в зале Никулинского суда. Как живет Ваня, все теперь видели. Мы с ним виделись на прошлой неделе. Он говорил, что подустал немножко. Я ему говорю, ну, в выходные там как, отдохнуть может. Он говорит, ну как, там сейчас Росреестр закроют, а он не весь у меня выключен еще. Сейчас вот многие расшаривают Ванины фотографии. Там очень много фотографий из каких-то старых красивых русских городов. И нету фотографий, условно, из его отпуска в турецком инклюзиве, где он держит солнышко на руке. Самый большой русский патриот, которого я знаю. Не в плане флагом помахать, а в плане того, что он знает про страну, понимает про страну и при этом относится к ней без снобизма, а понимая, что за люди здесь живут.
Сейчас будем проводить первую летучку после Ваниного суда по мере пресечения. Мы привлекаем к этому расследованию людей из других мест. Это крутая идея. Это крутая идея, этого никто никогда из частных изданий не делал. Ведомости готовы, Демьян и Илья Булавинов готовы, коммерсант готов. Потом мне позвонила Наташа Синдеева, которая сказала, что точно так же. Просто дайте нам возможность поучаствовать в том же самом. Сегодня мне написал Сережа Смирнов, который тоже готов предоставить все свои лучшие силы для этого. Для нас самое важное это доделать дело Вани, потому что для нас, во-первых, это просто вопрос чести. Екатерина Стриженова, Первый канал. Мы требуем объяснения всего происходящего и ждем тщательного расследования. Не отмашку дают или они все-таки с нами? Никогда. 5, 4, 3, 2, 1. Простите, у меня за 4 дня сил голос совсем. Твоя жизнь делится на до и после. Каждый подумал, у меня есть сын, он также ходит по городу. Я хожу по городу. Теперь что, так можно? Он уже в марте заметил, что за ним ходили. Но он думал, что это тоже что-то такое. И я, конечно, корю себя ужасно, хотя, как бы есть за что, на самом деле. И сказал, я лучше приторможу или я буду осторожнее. И я не стала настаивать, потому что я знаю, что как бы Иван, вот он очень тихий человек, но если он уперся, все, можно просто, ты будешь плясать с бубном вокруг него 3 часа, он останется на той же точке. Статьи мы узнавали с мамой только из интернета или только когда кто-то позвонит. Скажет, ой, а там типа Ваня статья. Находишь, читаешь, думаешь, да, попали. Он никогда никого ничего не слушает. Он идет как бы и решает сам. Он даже, насколько я понимаю, в последнее время перестал общаться и с родителями, там, и со мной, потому что ему много говорили, что типа не надо. Он говорит, я сам разберусь, это моя работа. Все так. У него, в принципе, на майке было все написано. Редакция жаждет крови. Один из самых известных в России журналистов-расследователей спецкор «Медузы» Иван Голунов выходит на свободу. Час назад объявлено, что с него сняты все обвинения. Поехали. Но мы победили. Даже не мы, а правда победила. И народ, самое главное, победил. Вот что пишут работники ФСБ на действия этих товарищей. Это у меня приятель есть, школьный товарищ в ФСБ работающий. Вот он мне пишет, поздравляю, надеюсь, эти твари, что пытались засадить Ивана, получат по полной, искренне рад за него. Подойдите сюда, пожалуйста, Иван. Ваня! Спасибо большое всем. Вань, скажите, пожалуйста, что-нибудь. Что думаете? Почему вас освободили? Не быстрее осознать, потому что я... О, Господи, нет, это точно и мне нет. Я не могу видеть цветы. Спасибо большое вам всем за поддержку. Спасибо. Ваня, мы тебя любим! С днем рождения! Вань, привет, редакция! Привет, Вань! Что происходит? Я ничего не понимаю. Я в каком-то шоу. Все, дальше пусть сам Голунов пишет, короче, материалы. Я думал, завтра должен Канал у него уже есть. Всем добрый вечер. Поздравляю всех с освобождением Ивана. Я мама. Аня Голунова. Мама, привет, как дела? Впечатлениями, расскажите, ну что, вы рады? Конечно, как и все, так и я рада, конечно. То есть сейчас он поехал отмечать это? Да, отсыпаться. Ваня на свободе. Это самое важное. Тебя просто задолбаю звонками до смерти.
буду искать крик. Ну, готов. Так, все хорошо. Дальше. О! А вот Марго. Привет. Ковалев, говори свои слова. Я ничего не сделал. Это просто шел на обед. Это все сделали вы. Он просто шел на обед. Это все сделали вы, за что вам огромное Спросите его, он вообще спасибо. видел это все или нет? Вова, Он у него быстрее почитает. Вова, давай. Ты знаешь, что Вован главный редактор газеты «Голунов»? О, То Господи. есть перед тобой еще и главный редактор. Вы, конечно, уже рассказали Ивану, что выходит как-то Голунов в интернет, а там все Голунов. Хочется тоже в шезлонг, как Аня и Таня. Мы любим очень сильно. Спасибо, я вас тоже очень люблю. Граждане просим покинуть территорию, не мешая проходу другим гражданам. Убедительная просьба разойтись. Уважаемые граждане, ваши мероприятия эксплуатованы полностью правильными методами. Давайте я возьму за руку на себя. Давай. Нас задержали журналистов. Жигулев и Перцев. Жигулев задержали? Да. Вы где? В автозаке? Вы видите нас? Или вы не в этом? Вы рядом с трамваем? Жигулев и Вероника Куцила. Слушай, ну мы все молились, переживали, Можно и я тебе скажу вещь, чтобы ты не все обижаешься? получилось. Я надеюсь, ты не переживаешь за все хуйни. Почему ты Не забыл? переживай, братан, слушай. Не первый раз и не последний раз, к сожалению. Вчера это выглядело ужасно, просто ужасно. Но- Да нет же, ну господи, тут главная цель была достичь человека и освободить. Я вам рассказываю о том, как это воспринимается снаружи, а не изнутри. Я понимаю. Не может заниматься акционизмом, это правда. Но мы И все свергать равно Путина. Не может призывать ни за левых, ни за правых. Это non-partisan. Ни одно медиа, ни Нью-Йорк Таймс, ни Wall Street Journal. Вот если наступило что-то экстра, что нас объединяет как людей, что как бы вот для меня, ну как сказать, эта ценность, она высокая, но ценность человеческой жизни, а посадка на 10 лет в тюрьму, это цена человеческой жизни, это убийство. Да, блин, Ой-ой-ой. ёлки-палки. Блядь. Это наши дети. Ты сперва роди, урод! Потом детей забирай! Да, урод! Можешь еще раз повернуться! Оставьте человека! Свободу Голунову! Страшно, если родина мать, пьяный мальчик и лает забоченный палкой. Машет тюрьма быть в душе, искалеченный до черна. Что мы будем делать, когда надменный мент нам подбросит наркотики? Нас так просто сломать мы послушные группки физики. Что «Медуза» изменила в твоей жизни? Это как про родственников, у которых я знаю какие-то слабые стороны, сильные стороны. Но как бы это родственники, которых я люблю, смысл которых, задачи которых я понимаю, и стараюсь быть, насколько это возможным, правильным членом этой семьи.